Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана, я косметолог. Сегодня вы узнаете рецепт лифтинг подтягивающей маски, которая очень эффективно заменяет процедуру ботокса. Маска подтягивает овал лица, убирает брыли, сужает расширенные поры. Также маска выравнивает оттенок кожи. Также маска сегодняшняя подтягивает и обвисшую кожу шеи, кожу зоны декольте. Сегодняшняя маска также убирает и гусиные лапки и подтягивает кожу вокруг глаз. Маска подходит для всех типов кожи. Сделайте эту маску курсом для достижения наилучшего эффекта. После применения этой маски поделитесь своим впечатлением и напишите свой отзыв в комментариях. И давайте приступим. Маска очень простая в приготовлении. Вчера мы с вами сделали маску на основе куриного желтка. Сегодня предстоит сделать лифтинг подтягивающую маску из белка, который заменяет активно ботокс. Обязательно соблюдайте порядок добавления всех компонентов. Маска простая в приготовлении. Уверена, что все компоненты у вас есть под рукой. Возьмите 1 чайную ложку сметаны. Можно использовать сметану любой жирности. Если у вас очень жирный тип кожи, можно использовать сметану обезжиренную. Если у вас сухой тип кожи, либо комбинированный, используйте сметану высокой жирности. И добавляйте постепенно в этот состав белок, постепенно вбивая его. Если вы добавите сметану в белок и начнете его взбивать, велика вероятность, что маска у вас не получится. В процессе приготовления домашних масок не торопитесь, тщательно взбивайте все компоненты, так как в домашних условиях мы не используем различные отдушки, консерванты, поэтому процесс взбивания ингредиентов очень важен. Не переживайте, если получится большее количество, чем достаточно для одноразового нанесения, так как эту маску можно будет хранить в холодильнике, и использовать мы ее с вами будем курсом. На этом этапе нужно тщательно взбить все добавленные компоненты. Если у вас есть мелкие комочки, не переживайте, так как, добавляя каждый компонент, мы все равно будем вбивать его в предыдущий. В процессе окончательного этапа маска будет иметь однородную, приятную консистенцию. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится 1 чайная ложка рисовой муки. Рисовая мука дает осветление кожи, хорошо взаимодействует с предыдущими компонентами, также хорошо подтягивает овал лица. Возьмите 1 чайную ложку рисовой муки. И также тщательно взбейте все компоненты. Все свои рецепты домашних масок я показываю в реальном режиме времени. Достаточно 7 или 8 минут для того, чтобы в домашних условиях приготовить очень эффективную антивозрастную омолаживающую маску. На этом этапе маска должна иметь вот такую вот консистенцию. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится имбирь. Имбирь продается в отделе приправы. Часто меня спрашивают, где взять сухой имбирь. Вы можете использовать как сухой уже готовый имбирь, так и имбирь свежий. Если у вас есть свежий имбирь, натрите небольшой корешок этой приправки на очень мелкой терке и добавьте сегодняшнюю маску. Имбирь отлично осветляет пигментные пятна, хорошо тонизирует кожу. Добавьте 1 щепотку имбиря. Идеально тонизирует дряблую, увядающую кожу, улучшает обменные процессы в эпидермисе, улучшает тургор кожи. Также тщательно взбейте все компоненты. Очень важно после каждого добавления ингредиента вбивать его в предыдущие. Если вы добавите все компоненты одноразово в одну емкость и начнете их взбивать, велика вероятность, что маска у вас не получится. Очень часто зрители делают эту ошибку. Тщательно взбили. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится косметическое масло. Вы можете использовать косметическое масло домашнего приготовления. В прошлых видео я вам показала, как в домашних условиях сделать косметическое масло из цветов расторопши. Масло у меня настоялось, уже идет очень вкусный, приятный аромат этого цветка. И добавьте в сегодняшнюю маску косметическое масло расторопши. Кстати, если вы еще не приготовили в домашних условиях косметическое масло, вы можете это сделать позже, зайдя в мой плейлист «Косметические масла в домашних условиях» и узнать множество рецептов домашних косметических масел. Если вы еще этого не сделали, вы можете добавить аптечное косметическое масло миндальное, виноградных косточек, зародышей пшеницы или нейтральное масло персика. Главное, чтобы смягчающего
компонента было 10 капель. Добавляем 10 капель косметического масла, домашнее либо аптечное. Тщательно взбиваем компоненты. В последнюю очередь добавляем в сегодняшнюю маску сок лимона. Сок лимона также осветляет пигментные пятна, хорошо тонизирует кожу, наполняет лицо свежестью. Также после применения косметических средств, в состав которых входит сок лимона либо витамин С, вы заметно улучшите состояние кожи и также улучшится цвет лица. Кожа будет просто глянцевой. Для этой маски нам понадобится 10 капель сока лимона. Так как сок лимона очень быстро улетучивается, поэтому если вы планируете хранить эту маску в холодильнике, перед каждым нанесением маски добавляйте дополнительно еще по 10 капель, чтобы маска не теряла своих питательных свойств. И опять тщательно взбейте все компоненты. До получения однородной приятной консистенции. Если вы соблюдали не только рецептуру приготовления домашней маски, но и порядок добавления компонентов, то маска у вас получится однородной, приятной консистенции. Эту маску можно хранить в холодильнике в закрытом виде до 5 дней и использовать в курсовом уходе. Курс продолжается 4 дня подряд. В вечернее время за час до сна наносите эту маску по кожно-массажным линиям, конечно же, на подготовленную кожу. Подготавливать кожу можно несколькими способами. Можно просто принять горячую ванну, горячий душ, убрать верхний организм слой клеток вы можете также с помощью ацетилсалициловой кислоты. Возьмите 3-4 таблетки ацетилсалициловой кислоты, размочите их водой комнатной температуры, нанесите на влажную умытую кожу лица, кожу шеи, кожу зоны декольте. В течение 3 минут помассируйте кожу и уберите верхний ороговевший слой клеток. Затем смойте аспирин водой комнатной температуры и можете приступать к нанесению сегодняшней маски. Также вы можете очистить кожу с помощью 3% перекисью водорода. Перед нанесением маски просто протрите кожу лица по кожно-массажным линиям. Наносить эту маску нужно в 3 слоя. После нанесения каждого слоя маска очень быстро впитается и начнет подсыхать. Поэтому сразу наносите 2 последующих слоя. Держать маску нужно не более 20 минут. Затем размягчите лицо влажным махровым полотенцем и смойте маску водой комнатной температуры. Затем нанесите питательный или увлажняющий крем. Кстати, рецепты домашних кремов вы также можете найти на моем канале и сделать их самостоятельно. Зайдите в плейлисты «Домашние кремы», там найдете огромное количество домашних кремов. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами, для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. А я вас всех люблю, целую, обнимаю, всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана, увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего, пока-пока!